Приветствую, друзья! В прошлом обзоре наушников Сивга мы с вами вспомнили одну из ставших уже классическими моделей компании. Сегодня я предлагаю переместиться назад в 2023 год и поговорить о вот только вышедших, тоже динамических и тоже открытых наушниках Сивга Луан. По характеристикам они действительно очень похожи на SV007, но здесь и оформление побогаче, и звук уже без каких-либо сносок или нелепых оправданий. В общем, у нас очередной хит в своем сегменте. Сивга, как правило, другого и не делают. Собственно, поехали. Пришла модель в большой картонной коробке со схематичным изображением самих героев обзора и перечнем их технических характеристик, где следует отметить открытую конструкцию задней крышки и 50-мм динамические излучатели с импедансом 38 Ом при чувствительности в 100 дБ. В комплект нам положили интересной такой формы плотный бокс, простенький мешочек, переходник на 6,35 мм и довольно длинный кабель с отдельными коннекторами для левого и правого канала. Аппаратура показала его сопротивление равным 0,7 Ома, что как для такой длины и класса наушников, конечно, многовато. Но его легко заменить, причем даже на балансный. Смотрятся наушники на фоне моделей от больших серьезных производителей ну просто божественно. Все основные элементы сделаны исключительно из металла. С внешней стороны натуральное дерево и черная как смоль решетка. А амбушюры настолько вместительные, что даже мои далеко не маленькие уши в них буквально тонут. На голове они практически не чувствуются, есть легкий прижим, уши внутри не потеют, а сверху располагается специальный ремешок для фиксации. Кстати, именно он здесь и регулирует размеры дужки. Ходит плавно, с небольшим сопротивлением и без сколь-либо оформленных щелчков. Сделано все очень качественно, ничего нигде не стучит, не скрипит и не болтается. Входа, как обычно, два, оба снизу. Степеней свободы у чашечек тоже две. По горизонтали наушники отклоняются примерно на 45 градусов, а по вертикали на 30. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас сверхбыстрый, как в игровых решениях, импульс и искажения в пике, достигающие всего 0,3%, что, как для полноразмерных наушников, очень круто. Фаза ведет себя естественно, а затухание на 30 и 60 дБ составляют классические уже значения, причем практически без возмущений. По АЧХ мы имеем почти идеальную прямую до 3,5 кГц, после чего нам подсветили область разборчивости и сделали акцент на самом верху диапазона. Что сказать, нормальный график, стенд у меня по-прежнему оставляет желать лучшего, так что акценты здесь вполне могут быть завышены. Если так, то все вообще великолепно. По подаче же это то самое свойственное лакшери-сегменту, сочное выразительное звучание с приятным слуху бархатным окрасом и просто превосходной по своему уровню прорисовкой нюансов. Весь частотный диапазон как на ладони, без перекоса в темную или светлую сторону. То есть все просто идеально сбалансировано и предельно гармонично. Более того, похоже, инженерам компании Сивга наконец-то удалось решить вопрос с эффектом расширения стереобазы. В новинке левый и правый канал располагаются максимально точно относительно центра, без излишнего расширения или сужения виртуальной сцены. Напомню, что именно в этом и крылась моя основная претензия к флагманским SV023. Теперь же все стало на свои места.
Согласен, разрешение у Луан ниже, чем у планарных решений от этой же компании, но излишняя прорисовка, на мой взгляд, скорее вредна, так как отвлекает нас от цельного восприятия образов, заставляя всматриваться в наборы аудиальных пикселей. Все, как говорится, хорошо в меру, и здесь этот баланс полностью соблюден. Разбирая по частотам, тут просто шикарный по глубине, скорости и передаче текстур бас. Да, открытая конструкция не дает ему, так сказать, нарастить массы, но это же по факту обычные отражения, а следовательно их нет в исходной записи. Да и атмосфера получается максимально естественной, с тем самым ощущением присутствия и поистине магнетичным вовлечением в материал. Серединка, как и следует динамическому драйверу, имеет легкое аналоговое смягчение и уход в теплоту. Но это не банальная округлая мягкость, а тот самый благородный характер, который отличает высококачественный звук от классических уже студийных наушников. Здесь музыку прямо хочется слушать, а она, в свою очередь, вызывает внутри целую бурю эмоций, позволяя получить то самое эстетическое удовольствие. Мелодика здесь просто поражает, как и выразительность и легкость, с которой можно отследить все хитросплетения голосов у музыкальных инструментов. Верха тут столь же приятны и, так сказать, вещественны. Все резонансы и перкуссионные элементы не смешиваются и не обрезаются, а естественным образом длятся и столь же логично затухают, позволяя прочувствовать их протяженность и великолепную динамику. У инструментов явно ощущается вес и глубина, вокал хорошо так выдвинут к слушателю, добавляя голосу эдакий элемент интимности, а сам характер кажется предельно живым, выразительным и просто сверхкомфортным. Если быть уж совсем придирчивым, то я бы добавил им немного разрешения, чуть приподнял саб-бас и немного вложился в телесность. Но это, если смотреть здраво, получается некий гибрид между закрытым динамиком и открытым планарным излучателем. Так что баланс, которого удалось добиться в Луан, на мой взгляд, просто идеален. Прорисовка высокая, но без перехода в микронюансы, отчего образы ощущаются объемными и живыми, а не распадаются на мелкие гранулы. Увеличение саббаса тоже где-то будет в тему, а где-то он начнет забивать низкие частоты, как и масса, которая в основном формируется банальными отражениями внутри чашечек. То есть хотелки хотелками, а хорошо сбалансированный звук требует некоторой умеренности. По применимости данная модель, на мой взгляд, нацелена в основном на меломанов и профессионалов в области звука. Поймать вау-эффект с ней проще простого, да и работать со звуковыми дорожками и эффектами – сплошное удовольствие. Все предельно удобно, точно и очень наглядно. По стилистике им доступны все жанры и направления, включая акустически сложную оркестровую музыку и разноплановый мультиинструментальный джаз. Какого-то особого усиления тоже не требуется, хотя приличный задел по мощности позволит раскрыться наушникам чуть лучше. Для стационарных и других серьезных решений это просто находка. Разрешения и динамики там хватает и своих, так что в этом получается полнейшая синергия. А тот самый бархатный окрас позволит еще глубже погрузиться в музыку и добиться от нее максимально возможной экспрессии и масштаба звучания. К чему здесь все прямо-таки располагает. Так что в моем личном хит-параде я отдаю Луан заслуженное первое место среди полноразмерных наушников. Да, с небольшими допущениями, но плюсы тут намного перевешивают всякие мелкие недочеты. Настолько живой, подробный и до магнетичности притягательный звук еще поискать. Ну и наконец-то мы получили прекрасное позиционирование. Я этого реально очень ждал. Итогом открытые динамические наушники Sivga Luan просто фантастически выглядят, прекрасно сидят, уши в них практически не потеют, все сколь-либо важные элементы сделаны из металла, а с внешней стороны
натуральное дерево. По характеру же они полностью оправдывают свою цену и уже наметившуюся популярность. Звук в них реально сочный, объемный, с правильным позиционированием, хорошим разрешением и прекрасным разделением инструментов. Ну а тот самый благородный бархатный окрас позволит еще глубже погрузиться в пучину музыкальных вибраций и вынести оттуда максимум того самого эстетического удовольствия. Наушники реально шикарные, прямо чувствуется, что Сивга все ближе и ближе к идеалу. Такими прямо хочется обладать и постоянно пользоваться. А на этом у меня все. Это были наушники Сивга Луан. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подписывайтесь на них. Всем, друзья, добра!